Перемирие с особенностями. Россия готовит отмазку и уже сваливает вину на Зеленского. Впервые с начала полномасштабной войны дальний регион получил свою порцию дронов. От войны теперь не скрыться нигде. Шокирующее заявление из Белого дома по делу Эпштейна. Жертвы будут говорить. Признание первой леди. Главный друг Кремля в Европе объявил войну. Кому или чему, расскажем. Об этих и других самых главных событиях вечера пятницы 10 апреля. Спасибо, что вы с нами. Вместе отделяем важное от шума. Я, Алексей Бурлаков, это «Нехта». Начинаем прямо сейчас. Ночь в России снова прошла под музыку. Музыку неправильных решений, а именно вой сирен и гул дронов. В Казани впервые с начала полномасштабной войны включили воздушную тревогу. Это уже само по себе звучит как маркер новой реальности. Война, которую Кремль годами пытался держать где-то далеко, все громче приходит вглубь страны. Взрывы и работа ПВО также звучали в Саранске, Гуково, Волгограде. В Саранске, к примеру, после тревоги вспыхнул пожар. В Гуково после мощного взрыва тоже началось возгорание. А в Волгограде местные жители слышали низколетящие беспилотники и как минимум 5-7 взрывов. На этом фоне аэропорт Волгограда пришлось закрыть, и вся эта ночь стала продолжением серии ударов по российской военной и топливной инфраструктуре. Накануне под атаками были нефтебазы, позиции комплексов «Бастион», нефтетерминал в Феодосии и объекты оккупантов на Луганщине. То есть картина для России становится все неприятнее. Дроны бьют не только ближе к фронту, но и все глубже, а география взрывов расширяется быстрее, чем официальные сводки успевают это объяснять. И тут Путин внезапно заговорил о тишине на Пасху. Кремль объявил двухдневное перемирие с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля. И тут же добавил знакомую оговорку, мол, рассчитывает, что Украина возьмет пример. Звучит почти миролюбиво, если забыть, что еще совсем недавно Россия, по словам Зеленского, отвечала на идею пасхального прекращения огня не тишиной, а усилением ударов. То есть сначала эскалация, потом жест доброй воли под камеры. При этом Киев и раньше говорил, что готов к перемирию на Пасху, но без капитуляции и без потери независимости. Более того, Украина через США передала Москве и отдельное предложение – взаимно прекратить удары по энергетике. Так что теперь главный вопрос не в самом заявлении Путина, а в том, будет ли это реальная пауза или очередная короткая передышка, за которой снова пойдут ракеты. Но российские политики уже готовят себе место для падения и заявляют, что силам обороны Украины нельзя не только открывать огонь, но и шевелиться вообще. Пасхальное перемирие Москва уже подает как жест гуманности, но в той же фразе сразу закладывают старую схему. Если что-то пойдет не так, виноватой заранее объявят Украину. Им нужно перемирие для того, чтобы воспользоваться его для получения военных преимуществ, то есть перегруппировки, возведения фортификаций, обучения военных, ну и так далее и тому подобное. Да? То есть для того, чтобы использовать его уже в своих военных целях. Таких подарков, безусловно, Россия делать никому не будет. Официально это называют заботой о православных и доброй волей. Кстати, о православии в рядах оккупантов мы еще сегодня поговорим. Досмотрите до конца обязательно. По факту Москва объявляет короткую паузу в 32 часа и заранее обвиняет Киев в возможном срыве. И тут же жалуется, что Запад этого не заметит. Мелания Трамп внезапно сама вышла к прессе и жестко отрезала все слухи о связях с Эпштейном. Первая леди США заявила, что никогда не была его жертвой, подругой, не частью круга, а история о том, что именно Эпштейн якобы познакомил ее с Трампом, назвала ложью и попыткой размазать ее по скандалу. Она выступила в Белом доме с редким публичным заявлением и отдельно потребовала, чтобы Конгресс дал жертвам Эпштейна возможность выступить под присягой. У меня никогда не было отношений ни с Эпштейном, ни с его сообщницей Максвелл. Мой ответ на электронное письмо Максвелл нельзя характеризовать как нечто большее, чем обычную переписку. Мой вежливый ответ на ее письмо не более чем формальный. Я не жертва Эпштейна. Эпштейн не знакомил меня с Дональдом Трампом. Но самое интересное здесь даже не само отрицание, а момент, в который оно прозвучало. История Эпштейна снова начала сжечь американскую политику изнутри, а вокруг файлов, утечек и старых связей элит идет новый виток шума.
И теперь Белый дом, похоже, решил не отмалчиваться, а пойти в контратаку. Речь Мелании была совершенно беспрецедентной. Мы никогда раньше не слышали, чтобы первая леди делала что-то подобное. Больше всего меня поразило то, как она отделила себя от президента. Совершенно ясно, что она говорила о своих отношениях или об их отсутствии с Эпштейном. Она не сказала ничего о взаимоотношениях президента с Эпштейном. И это полностью соответствует образу Мелании как очень и очень независимой первой леди. Мелания требует правды для жертв или пытается жестко вырвать себя из одной из самых токсичных историй американской элиты? Как думаете? Пишите в комментариях. Новый враг главного друга Кремля. Виктор Орбан теперь будет бороться не с людьми или организациями. Теперь его враг холодный и расчетливый. Уже мало Брюсселя, Сороса и злых либералов. Теперь виноват еще и Facebook. В Будапеште заявили, что алгоритмы якобы душат кампанию власти и подыгрывают оппозиции. Мол, страницу премьера режут, охваты падают, а у Петера Мадьяра все летит вверх. Мета это отвергает и говорит прямо: никаких специальных ограничений для Орбана нет. Правила одинаковы для всех. На фоне выборов 12 апреля, где партия ТИСа уже идет очень сильно, эта история выглядит как попытка заранее объяснить возможный провал. Не усталостью от Орбана, а цифровым заговором. Но это не значит, что премьер откажется от остальных заговоров. Все виноваты вокруг уже. Наши противники ни перед чем не остановятся, чтобы захватить власть. Они вступают в сговор с иностранными спецслужбами, угрожают нашим сторонникам насилием и еще до выборов заявляют о фальсификациях, выдвигая сфабрикованные обвинения. Они организуют демонстрации и хаос еще до того, как ваши голоса будут подсчитаны. Давайте говорить прямо, это организованная попытка поставить под сомнение решение венгерского народа с помощью хаоса, давления и международной дискредитации. Facebook в стране – одна из ключевых политических площадок, а после запрета политической рекламы на платформах Мета роль органических охватов стала еще важнее. Поэтому теперь каждая просадка лайков превращается почти в теорию заговора. Но если власть начинает обвинять алгоритмы, значит, она уже чувствует, что контроль над повесткой ускользает. Перемирие между США и Ираном еще не успело остыть, а трещины уже полезли по швам. В субботу американская и иранская делегации должны встретиться в Пакистане, но на пути к этим переговорам лежат сразу две тяжелых мины – Ливан и Ормузский пролив. Reuters пишет, что США отправляют на переговоры Джей Ди Венса, Иран спикера парламента Мохаммада Бакера Галибафа. При этом Вашингтон и Израиль настаивают, перемирие не касается Ливана, а Тегеран и Пакистан говорят обратно. То есть стороны едут обсуждать мир, даже не договорившись, где именно война уже должна была остановиться. Мы подошли к этапу конструирования сделки, когда вопрос уже не в том, хотят ли стороны вообще взаимодействовать друг с другом. Они уже согласились на это. Но теперь начинается самое сложное, потому что в конечном итоге иранцы, будучи в этой ситуации более слабой стороной, не хотят, чтобы компромисс выглядел как капитуляция. Поэтому сделка должна быть выстроена так, чтобы и они тоже ушли с чем-то. И вот в этом сейчас и состоит задача Пакистана. Трамп уже публично злится, что Иран плохо справляется с проходом нефти через пролив, а Тегеран в своем 10-пунктном плане требует сохранить контроль над этим маршрутом, снять санкции и признать право Ирана на обогащение урана. Кроме того, иранские медиа пишут, что Тегеран делегацию отправлять отказался. Переговоры в Пакистане должны спасти хрупкую паузу, но вокруг них уже гремят удары, без которых эта пауза может рассыпаться еще до первого рукопожатия. На чужой войне кто-то теряет людей, а кто-то считает нефтяные миллиарды. Пока водители хватаются за головы из-за цен на заправках, главными победителями конфликта США и Ирана стали вовсе не армии, а нефтяные державы. Блокада Ормузского пролива взвинтила цену Brent почти вдвое, с $57 в декабре до пиков почти 120 в марте. И на этом фоне больше всех в деньгах подняли США и Россия, примерно по $5 миллиардов в месяц. А самые резкие
Резкий скачок показал сам Иран. Несмотря на войну, его доходы от нефти выросли на 37%, потому что дефицит на рынке позволил Тегерану продавать сырье почти без прежних санкционных скидок. Но этот нефтяной пир был не для всех. Пока одни заливали бюджеты нефтедолларами, другие проваливались в дыру. Ирак потерял 76% нефтяных доходов, Кувейт 73%, потому что их экспорт завязан на тот самый перекрытый маршрут. Зато Россия почти обнулила эффект западных ограничений, дефицит на рынке убрал скидку на Уралс, а теневой флот продолжил гнать нефть в Индию и Китай. Чем дольше горит Ближний Восток, тем богаче становятся те, у кого есть нефть, танкеры и холодный расчет. Самая православная армия, которая освещает снаряды и заряжает пули. Россия дошла до окопной магии на промышленной основе. Там начали выпускать глушители для автоматов с оберегами и смысловыми гравировками, которые, как уверяет производитель, должны стать для боевиков психологической точкой опоры в бою. В компании заявили, что эти символы якобы работают как мощные информационные коды, которые сознание считывает мгновенно. Проще говоря, вместо ответа на вопрос, зачем люди вообще оказались в этой мясорубке, им предлагают верить в гравировку на железке. И все это уже продается вполне по рынку. Один такой магический глушитель стоит больше 21 тысячи рублей. Версия попроще с названиями российских городов вместо молитв обойдется примерно в 17 тысяч. То есть в России теперь штампуют не просто оружейные приблуды, а целый набор фронтового шаманства. Война, пропаганда и амулет на автомате. Все в одном комплекте. А в прошлом выпуске мы рассказывали, Россия направила флот к берегам Британии. Лондон уже сделал первое заявление. На Ближнем Востоке прекращения огня оказалось мало. Из столицы Ирана прозвучало главное требование. Какое? Параллельно Кремль усилил давление, новый ультиматум уже адресован стране НАТО и предвыборный скандал в Венгрии. Если еще не видели, обязательно посмотрите. А мы встретимся с вами уже утром.